Добрый день, дорогие друзья! С вами «Архивная революция» и я, Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк, кандидат исторических наук Валерий Николаевич Замулин. Валерий Николаевич, приветствую. Добрый день. Ну что, продолжим про Курскую битву? Да, мы же договорились сделать цикл. Мы только за. Сегодня мы постараемся обсудить такую очень важную и, насколько я понимаю, интересную проблему, судя по откликам. Это численность боевого состава Центрального Воронежского фронтов перед началом Курской битвы. Вообще численность советской группировки немецкой в этом районе перед началом Курской битвы. И то, как, исходя из наличия сил, советская сторона распорядилась ими. И не секрет, что любая боевая операция, помимо плана, план — это прежде всего намерение, да? Мы вот так хотим. И мы планируем, исходя из разведданных, которые у нас есть. А как получается, это зависит от нашего противника, который тоже имеет свои планы, плюс от тех сил, которые удалось собрать к началу этой операции. Остро актуальная тема. Люди в комментариях просто рвут и мечут. Когда мы им расскажем, сколько было танков, пушек и так далее. Я сразу скажу, что данные, которые я сейчас приведу, они и раньше публиковались в моих книгах, но вот конкретно вот этот материал, это материал из будущего второго тома двухтомника по планированию Курской битвы. И весь этот материал, надеюсь, что второй том выйдет благополучно, первый тоже уже в типографии, вот, а второй еще в работе, поэтому надеюсь. Но этот материал — это часть материала из той большой книжки, которую я задумал, и надеюсь, мы ее выпустим. Все получится. Итак, начнем с общего. Значит, обычно говорят, какие силы были задействованы в Курской битве. Вот за первое, что задают вопрос. Ну, вспомним. Курская битва — это 5 июля, 23 августа. Вот в этих условиях пусковая Курская оборонительная операция. Вот в Курской оборонительной операции были задействованы силы двух фронтов — Центрального и Воронежского. А во всей Курской битве Западный, Брянский, Центральный, Воронежский, Юго-Западный. И немножко Степного. Он в ту пору еще, к началу Курской битвы, был военным округом. Он стал фронтом формально с 9 июля 1943 года, когда начал готовиться к выдвижению в район боевых действий Воронежского фронта. Ну да, потом он стал фронтом, но формально есть формально военный округ. Итак, к началу, я специально сделал выписку, поэтому, чтобы не ошибиться и быть конкретно к теме. Итак, к началу Курской битвы Центральный и Воронежский фронты, которые находились в самом вот этом Курском выступе, имели общую численность 1 миллион 337 165 военнослужащих. В том числе, это общая численность, в том числе 881 630 бойцов и командиров, это боевой состав двух фронтов. 3759 танков, 150 САУ, 10 644 орудия. Это с зенитками. А какие же силы были перед каждым фронтом? Начнем с севера. Против Центрального фронта, который имел общий боевой состав 464 179 военнослужащих и 1906 танков. По танкам это списочный состав. В строю к началу Курской оборонительной операции у него было 1689, по-моему. Остальные в ремонте. Да, остальные в ремонте. Против него действовала армия Моделя, которая имела боевой состав 191 755 военнослужащих и 947 танков. И в самой армии, и резерв командующего группой армий «Центр» для операции
цитадель. То есть это общее запланированное для прорыва к Курску. Курск должен был брать именно модуль. Потому что 75 километров до Курска от района развертывания ударной группировки модуля было. А 150 должен был пройти до района Курска группировка Манштейна. То есть Двойное превосходство получается где-то примерно у нас. Да, в результате получается, что по людям Центральный фронт 2,4 раза превосходил, по танкам в 2. По бронетехнике. Да, САУ, штурмовые орудия. На Воронежском фронте ситуация была значительно хуже. Я уже в прошлых роликах, кстати, говорил о том, что советское командование просчиталось в определенном районе нанесения главного удара, поэтому значительные силы артиллерии были задействованы на Центральном фронте, а Воронежский фронт оказался оголенным в этом отношении. Хотя по количеству сил на 1 километр оба фронта были равными. Итак, на Воронежском фронте к 5 июля было 417 451 человек в боевом составе, 1861 танк. Кстати, у Ватутина танков было практически все в боевом на ходу. Готовые, да, 1819 из 1861. Ну, это хороший. Против него действовала армия ГОТА, 4-я танковая, и армейская группа Кемпф, которые имели в общей сложности 297 831 военнослужащего и 1464 танка и штурмовых орудий. Соотношение 1,4 по живой силе и 1,3 бронетехники. Прям скажем, почти. Да. Вот эти, зачем я назвал именно эти цифры? Они напрямую влияли на то, как действовали фронты с первых дней наступательной операции. Ну, конечно. Бог на стороне больших батальонов, никуда от этого не денешься. Да. Значит, ситуация складывалась как? Цифры говорят. Против самого мощного из двух фронтов, находившихся в Курской дуге, действовала самая слабая ударная группировка противника. И наоборот. И опять же условия местности Рокоссовского благоустроения. Да, и наоборот, против Ватутина, который имел не те силы, которые бы хотелось иметь, действовала самая мощная группировка. Плюс условия местности. Значит, основной удар армия модуля наносила по 13-й армии, это 32 километра. Рокоссовский сосредоточил основные силы артиллерии, танков, от 55 до 60% основных личного состава, значит, артиллерии и танков. На участке 45 километров. То есть 32 это полоса 13-й армии, плюс захватывали стыки. И тем не менее, командование Центральным фронтом допустило ошибку. Основные силы на Панеровском сосредоточило артиллерии и на Малоархангельском. А на танкоопасном направлении почему-то посчитали, что вот танкоопасное направление шоссе Курск-Орел. Почему-то, непонятно почему. Как решили действовать командующие фронтами? Вот исходя из того, что они имели. Рокоссовский решил создать огневой щит. Да, генеральный штаб потребовал от него действовать по определенному плану. Пехота в первом эшелоне. Первый эшелон должны было быть выдвинуты не менее 350-400 танков НПП. Рокоссовский выдвинул 467 танков в 3 армии, 70-ю, 13-ю, 48-ю, для укрепления пехоты. Почему? Так сложилось, я не знаю почему, но так сложилось на Воронежском Центральном фронте. Разница в уровне укомплектованности дивизии была разная, причем существенная. У Рокоссовского ниже, чем у Ватутина. Средняя укомплектованность дивизии Ватутина была 8450, у Рокоссовского на 12% ниже. Это примерно 1023 человека, то есть фактически 2 батальона. Тут 8,5, тут 7,5 тысяч человек в среднем, в дивизиях. Да. И получается так, у Рокоссовского были
значительные силы артиллерии. У Ватутина их не было. Артиллерия – основа обороны. Но у Ватутина были более сильные дивизии, растянутый фронт. Рокоссовский решил, это потребовал генеральный штаб, усилить стрелковые дивизии танками НПП. Это и морально усилит. Непосредственной поддержки пехоты, чтобы все понимали. Да, совершенно верно. Хорошее замечание. Я увлекся. Вот. Пехота, усиленная танками, и артиллерия. Смотрите, какая ситуация получается у нас по артиллерии. Очень интересная. Давайте посмотрим. На Центральном фронте к началу Курской битвы было уже в войсках. Не ехали, как в Воронежском. В Воронежском, кстати, часть артиллерии еще ехала к началу. Было 5939 орудий вместе с зенитками. Плюс 8749 минометов. Что к этому моменту имел Ватутин? 4707 орудий, 5900 и 4700. И 6702 миномета. 8700 и 6. На 2000 меньше, да, получается. По стволам прям сильно его обделили, получается, Ватутина. 45. Огневой вал артиллерийский. 467 танков. И 13-я армия Пухова в центре обороны, 70-я, 13-я, 48-я, которая имела общую численность больше 113 тысяч личного состава. Этот личный состав был полностью развернут на 1-й армейской, 2-й армейской и 3-й армейской полосах. Вот что имел Рокоссовский. А что имел Ватутин? По артиллерии разница. Ну, там 1200 орудий и 2000 минометов. Разница с Рокоссовским на 26% меньше. По минометам на 30%. На 30% меньше. По ПТРам и то меньше, на 18%. Орудий меньше 1229, минометов 2047 и почти 2000 ПТР. И это 164 участок фронта, танкоопасных, где можно было действовать танковыми дивизиями, то есть развернуть ударную группировку компактно, не менее танковой дивизии. Поэтому Рокоссовский вот в этих условиях был, нельзя сказать, что в тепличных. Проще, да? значительно. Проще. Это очевидно. Как в этой ситуации поступил Николай Федорович Ватутин? Он решил действовать, если Рокоссовский действует кулаком огневым, если что-то, где-то противник начинает прорываться, туда сосредотачивается. Вот смотришь документы, немцы прорываются, сразу в течение 2-3 часов, это надо дать должное Казакову, командующему артиллерией. Отлично управлял артиллерией, это изумительно, вот как дирижер. Сразу разворачивается дивизия или несколько бригад и начинают смешивать с землей. 1, 2, 3 и все. И к 9 июля 9-я армия Моделя стала. Против такой огневой мощи трудно было что-то противопоставить. А что здесь сделал Ватутин? Москва сказала, главный удар будет против Рокоссовского. Успокойтесь. Отвечать кто будет? То есть философия Курской оборонительной операции Ватутина в чем? У Рокоссовского огневой вал, а у Ватутина рассечь любую крупную группировку, заставить противника бить растопыренными пальцами. Вы посмотрите, первое, что он спланировал в самом начале, вот в первый день, планировал первый день-два, развести ударные группировки. Сделал это он за счет местности. Липовый Донец, Северский Донец, вот Междуречье, в нее вводит 69-ю армию, намечает
место стыка 6-й гвардейской армии, которая Баянское направление удерживает, и 7-й гвардейской, которая удерживала Карачанское направление, намечает там, где сливаются эти две речки. То есть самое опасное место. Если немцы прорвут стык, их танки просто утонут. Тут болотистая местность, там невозможно пройти. Сюда же концентрируют значительные силы артиллерии. На стыке двух армий была создана плотность артиллерии выше, чем где-либо по всему фронту. По фронту было примерно 15-18 среднее, здесь 22-23, то есть на фланговых дивизиях. И вот этим клином с одной стороны, а с другой стороны, как бы не цинично это звучало, командующий фронтом спланировал еще одну очень интересную вещь. Помните фильм «Батальоны просят огня»? Да, конечно. Вот примерно по такому принципу пошел Ватутин. На главном танкоопасном направлении, на Баянском шоссе, оборонялась 52-я гвардейская стрелковая дивизия. Казалось бы, очевидно, ее надо усилить по максимуму. И действительно усилили. И создали очень мощную систему обороны. Но понятно было, что первый удар будет мощный. И вот где противник продавит первую брешь? Естественно, было подумать, что вот именно на Баянское направление будет продавить. И он как бы поддался. Он заставил Гота, командующего 4-й танковой армии, чтобы, сосредоточив сюда значительные силы, а немецкая разведка работала, вот чтобы Коготок вошел именно здесь. Конечно, он пожертвовал дивизией. Он 52-ю гвардейскую стрелковую дивизию растянул в ниточку. То есть полки поставил в линию на главном танкоопасном направлении. То есть он немцев приглашал туда, да? Да, он пригласил. Ну и, естественно, командующий поставил в известность командира дивизии. Командир дивизии, понятно было, полковник Некрасов понял, с чем ему придется столкнуться и что... Что его переедут, в конце концов, скорее всего. Смешают с землей. Я сразу скажу, 52-я гвардейская стрелковая дивизия, это в среднем 8,5 тысяч. И ему, Некрасову, дали дополнительно силы артиллерии и 2 стрелковых батальона со 2-го эшелона. Ну, скажем так, пусть даже штат 9,5 общей сложности. 5 июля по ней ударит сначала 2 дивизии корпуса СС. Лейбштандарт 23 тысячи общую. Ну, короче, у немцев, наверное, раз в 5. Да, Лейбштандарт 23 160 общая численность и Das Reich 20 300. В 5 раз у них, наверное, было превосходство примерно по людям. То есть там получалось на каждый полк моторизованная дивизия. При этом это главное направление. Нужно было его вот туда засунуть, вот в этот дефиле, вот эту. А потом, и была еще вторая группировка, вспомогательная, которая должна была, по идее Ватутина, ударить через позицию 7-й гвардейской армии. Вот эти 2 группировки надо было развести. Пойма 2 рек, болотистая, потом значительные силы артиллерии, о которой я говорил, и на правом фланге 7-й гвардейской, в районе старого города, так называемого, там, где зародился город Белгород. Там был небольшой плацдарм, немцы создали еще в марте 1943 года, в селе Михайловка. Вот туда, вот про эту плацдарма выдвинули 81-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Ее так усилили, там так все закопали, перерыли, заминировали, закрутили проволокой, что комдив Морозов 5 суток, фактически 5, там 4 суток с небольшим, удерживал этот рубеж против 3 дивизий, 2 танковых. Ничего себе. Вот этот Белгородский бастион, так называемый, он как раз был вот на стыке 4-й танковой армии и армейской группы Кем. И вот этот комплекс мер позволил с первого часа, с первого дня Ватутину развести 2
главные ударные группировки, которые... А потом он начал эти уже сами группировки, 4-ю танковую армию и армейскую группу КФ, дробить. Принцип был: дроби все, что более-менее может двигаться. 5 июля, в первый день удалось удержать на переднем крае главной полосы самый мощный корпус, 48-й, в районе сел Черкасское и Коровино. В то время как корпус СС пробил первую полосу и вышел ко второй. Получилось вот корпус СС, вот 48-й. Между ними пойма рек Ворскла и Ворсклица. Там сидели практически дивизия, половину 67-й гвардейской, половину 52-й. И корпуса пошли в разном направлении. Гот понял, что если корпуса пойдут в разном направлении, будет худо. На второй день он сделал все, чтобы вот эту пойму окружить и выдавить гвардейцев из района Ворсклы и Ворсклицы. Выдавил. Но время-то шло. Эсэсовцы вышли на Прохоровское направление, а на их место 48-й корпус не вышел. Начал дробиться ударный клин 4-й танковой армии. Но я хочу сказать, Николай Федорович, он прям как такой крутой игрок, играл ва-банк в этой ситуации, мне кажется. Да. Просто чуть-чуть что-то бы не так пошло, и они бы его начали окружать, да. его войска. А что было дальше? Философия советских полководцев в ходе планирования таких операций обязательно включала нанесение таранных ударов, фланговых таранных ударов бронетанковым соединением. Вообще контратаки. Наше все, по-моему, было. Да, и Генштаб, кстати, требовал от обоих командующих запланировать контрудары крупными танковыми соединениями уже в первые дни операции. Знаменитый контрудар, который отменил Сталин с участием. Да, это же Генштаб распорядился, чтобы обязательно должен был быть. И командование фронтом, в принципе, никто не возражал. Да, силы-то были. Такой же контрудар должен был нанести и Рокоссовский, и он его нанес. Но плохо получилось выдвижение танковой армии Родины, там, в общем, тяжело было. А у Ватутина первую танковую армию выдвинули хорошо. И танковые корпуса подошли. Но тут вмешался его величество случай. Сталин Катукову позвонил, Катуков объяснил ситуацию, и контрудар отменили. Что было дальше? 6 июля заканчивается. С большим трудом Гот выдавил из Ворскла и из пойм реки Ворскла и Ворсклица гвардейцев. Как бы попытался сомкнуть свой ударный клин. В это время 4-я танковая и армейская группа Кэмп продолжали двигаться по расходящимся направлениям. И тут ничего не сделаешь. Речка, болотистая пойма, артиллерия, дивизия Морозова в Старом городе. Там никак. А вот Гот сам попытался сомкнуть два корпуса, 48-й и эсэсовский. К 6 числу в районе, к концу 6 числа, в районе небольшого села Яковлево, они как бы сошлись. Но тут вмешался опять Ватутин. Обаянское шоссе, участок между рекой Пеной, Обаянским шоссе и селом Яковлево удерживал третий механизированный корпус 1-й танковой армии. Этот корпус усилили еще 31-м танковым корпусом Катукова. В результате эти корпуса 48-й и эсэсовский опять начали двигаться по расходящимся направлениям. Задача на 7-е, задача на 8-е. Гот ставит: любыми путями уничтожить танковую группировку, которая находится на флангах между двумя этими корпусами. Не может ударный клин 4-й танковой армии двигаться к Курску, если корпуса идут по расходящимся направлениям. Мало этого, сосед, и тот уходит на Корочу. Он должен фланги корпуса СС прикрывать.
Не получается. 8 числа создаются с утра благоприятные условия, чтобы вот эту группировку, 3-й механизированный корпус и 3-й и 31-й танковый корпус армии Катукова сжать, если не уничтожить, хотя бы отбросить на север, чтобы эсэсовцы с 48-м корпусом сомкнулись все-таки. Частично это удается. До 2 часов дня 8 июля. И тут вступает в силу план контрудара Ватутина. Многие этот контрудар ругают, говорят, что он практически ничего не повлиял, потому что это все было направлено, чтобы облегчить Катукову вести боевые действия на Баянском направлении. А там ничего не получилось, потому что с Прохоровского на Баянское направление немцы ничего не перебросили. Но давайте посмотрим, какие задачи стояли перед 4-й танковой армией. Главное – сомкнуть. А что получается? С утра с Прохоровского направления предприняли 2 не очень удачные атаки. 5-й гвардейский танковый корпус Кравченко и 2-й гвардейский Тацинский корпус полковника Бурденова. Немцы, в принципе, ее отразили штатными средствами, и год не привлекал ничего дополнительного. Но в 2 часа подошел с Юго-Западного фронта запланированный и перешел в атаку 2-й танковый корпус генерала Попова. 160 машин пошли в атаку. Атака была плохо спланирована, танкистов карт не было, они только с марша пришли. Командование корпусом проявило халатность и недальновидность. Но это другой вопрос. И тут Гот понял, что это уже серьезно. И вместо того, чтобы корпус СС наконец-то выдавил 31-й корпус, эти механизированные между флангами, отходит на исходные позиции с севера и разворачивается на восток для отражения удара 2-го танкового корпуса Попова. Кто это придумал? Кто это придумал? Этот придумал Ватутин. По плану Ватутина с Прохоровского направления по правому флангу корпуса СС должны были одновременно перейти в наступление еще 10-й корпус, 2-й Попова и 10-й генерала Буркова. Он стоял здесь. Если 2-й танковый корпус Попова шел, и он сходу пошел в атаку, то есть с марша, танкисты были измотаны. А 10-й танковый корпус здесь стоял 7 числа, но не двинулся с места. Почему? В объяснении командующему фронта Бурков сказал: да мы посчитали слишком большие силы перед нами, и мы решили постоять. Ну, я упрощаю, но читаешь стенограмму разговора и понимаешь, что командир корпуса проигнорировал приказ командующего фронтом. Ну, откровенно. А что было перед 10-м танковым корпусом, который стоял рядом со 2-м? Перед ним стоял правый фланг дивизии Лейбштандарт и левый Дасрайх. А между ними вот эту территорию прикрывал один разведбат. Вы представляете, если ударил 2-й танковый корпус, это 150-160 танков. И 10-й его поддержал. И 10-й его поддержал 180. Они бы его раскололи, корпус СС, пополам. И вошли в тыл. То есть дивизии Виша, Лейбштандарт и Дасрайх, да? Виша и Крюгера, они стояли спина к спине. И вот в эту брешь вошли бы 2 танковых корпуса. Это план Ватутина. Получилось, скажем так, убого. 1 корпус вошел, плохо организованный, и тем не менее, какие результаты? Немцы поняли, что их могли вот так вот именно нашампурить, короче. Да, и командир корпуса СС Хаузер разворачивает боевые группы Лейбштандарт Дасрайх для отражения. Разве это не облегчение 3-му механизированному и 31-му? Ничего себе, не облегчение. В результате они остались на тех же позициях. Все время вел вот так оборонительную операцию Ватутин. Именно поэтому Ватутина, его товарищи по оружию, за спиной, да, его называли шахматистом. Очень круто вообще на самом деле. Вот играл. Откуда вот так шло? А что в это время делал Константин Константинович Рокоссовский?
Огневой вал организовал. Он делал так. Сообщает, что вот на этом направлении происходит, ну, явно будет прорыв. Или уже прорыв произошел. Когда читаешь воспоминания о командующем Центральным фронтом, то создается впечатление, что этот человек был очень спокойный, мягкий, уравновешенный, тактичный. Я не спорю. Безусловно, он таковым был. Но, хотя, когда читаешь распечатки телефонных разговоров с Ватутиным, там самое жесткое, что он говорит: вы допустили непростительную ошибку. Ай-яй-яй-яй, прям поругал, короче. Поругал. Да, я не буду говорить называть фамилии, но я читал телефонные разговоры. Буркову тоже так же он... Да, он сказал... С Бурковым там было еще интереснее. Это первое неисполнение, откровенное неисполнение приказа. Второе, командир 10-го корпуса попытался допустить 12 июля. После этого, по-моему, сняли, да, как раз? Нет, там была ситуация другая. Там, значит, у Ватутина был не такой мягкий и пушистый член военного совета, член политбюро Никита Сергеевич Хрущев. Он отвечал за первую танковую армию. И 12 июля, я напомню, это фронтовой контрудар. Это не только Прохоровка, ротмистров, Жадов, побоище, это сражение, о котором говорят, контрудар, да? Это еще и первая танковая армия, которая сыграла существенную роль в этом контрударе. И самым свежим, самым укомплектованным соединением был 10-й танковый корпус. Утром, я уверен, не могу сказать, ссылаясь на источники, но я уверен, что, памятуя, как Бурков вел себя под Прохоровкой 8 июля, Хрущев поехал сразу, минуя штаб армии, поехал к Буркову. Кстати, надо сказать, что командир корпуса 9 июля получил ранение, серьезное, но остался в строю. И он приехал в штаб корпуса и говорит: товарищ генерал, как вы готовитесь нанести контрудар? Он удивляется: как? А мы не готовимся. Как не готовитесь? Весь фронт готовится, а вы не готовитесь. А у нас даже приказа нет. Ну, тут я нашел документ, объяснение командующего первой танковой армии о том, когда и как был получен приказ, вручен приказ к 10-му танковому корпусу, и слушал, но это раньше еще было, воспоминания человека, который присутствовал при разговоре, это оператор штаба 10-го танкового корпуса. Слушал, как он рассказывал, что говорил Никита Сергеевич Буркову. Причем, говорит, вы знаете, Хрущев, Бурков был выше, а Хрущев чуть ниже. И вот здесь стоит Хрущев, у него лицо кровью наливается, и он, что самое интересное, он говорит на «вы» с командиром корпуса. Они званием были одинаковые. Ну, должность, конечно, член военного совета фронта и командир корпуса, но звания были генерал-лейтенант. И вот Хрущев стоит и говорит на «вы». Хотя уже знает, что 11 июля за сутки начальник оперативного отдела корпуса получил приказ и графический приказ задания на 12 июля. А командир корпуса стоит, ему фактически втирает очки. Он сидит, значит, наливается кровью и говорит: я вам, товарищ командир корпуса, еще вспомню Прохоровку. 8 июля Иванович под Прохоровкой стоит. Если в течение часа ваш корпус не перейдет в наступление, я вас заставлю скакать конем по всей Сибири до Магадана. Вот эти слова я запомнил. И офицер говорит: вы знаете, вот я стоял, вежливый человек говорил. Но эти слова были такие, что вот там 5 человек 5 стояло, у всех мурашки, потому что понимали, что этот человек не за такое мог отправить, а за повторное игнорирование распоряжения, как приказ командующего фронтом, это точно мог отправить, скакать, по-моему, в Магадан. Так вот, ну это небольшое отступление. Это опять же о роли личности, как говорится, в истории. Да, и надо сказать, что это подействовало. 12 июля 10-й танковый корпус действовал как никогда. И он сыграл очень важную роль. За счет активности его немцы не смогли перебросить Великую Германию на помощь корпусу СС 12 июля. И она была развернута в западном направлении. И это облегчило прежде всего боевую работу 5-й гвардейской армии Жадова.
Ну, вернемся к плану Ватутина. И вот по такому принципу рассекать, не дать противнику ударить кулаком, сжатым. Главное заставить его действовать растопыренными пальцами. На протяжении всей Курской оборонительной операции Ватутин старался именно это сделать. Почему? Потому что понимал, сил у него нет для сдерживания противника на первых двух полосах. А именно эту задачу Сталин поставил. У него не было артиллерии. У него на Воронежском фронте к началу Курской битвы и к ее завершению самым большим формированием артиллерийским это были бригады Аурокосовского, дивизии и 4-й корпус прорыва. Кстати, в прошлой ролике я оговорился. Это был не 7-й, а 4-й артиллерийский корпус прорыва. Ну, я думаю, мы вас простим, и зрители простят. То есть, вы понимаете, формирование, да? Бригада и дивизии, и корпус. Получается, когда смотришь документы, анализируешь, то и планы, и то, как он действовал, Ватутин, создается впечатление, что, может, оно возможно, оно не очень... Но это впечатление, это эмоции, да? Создается впечатление, что человек активизирует все свои внутренние, свой внутренний потенциал для того, чтобы, когда не хватает сил для выполнения задач, генерал активизировал все, что он мог. Привлек славного своего союзника, территорию, и включил все свои способности, свой опыт для того, чтобы реализовать эту задачу. Если учитывать ту тактику, которую использовали немцы, то есть выжженной земли берут, там 4-5 километров, бомбят, выжигает все там, потом артиллерия, потом идут тяжелые танки. Вот по такому принципу не мог Ватутин по-другому. Не было у него средств. Вот разводил он ударные группировки противника. Он должен был их гасить, уничтожать. Артиллерии не было. Чем? Танками. Танковыми соединениями. Контрударами. Да, контрударами. Ведь он разводил не только на основном направлении. Он же не давал концентрировать и за счет коротких контратак на флангах. Там, если смотреть вот 7-8 июля, то, особенно 7-го, 2 дивизии корпуса СС, которые вышли на Прохоровское направление, Лейбштандарт и Дасрайх, они подобно, знаете, как уж на сковородке. Потому что и с севера, и с юга, и с востока короткие контратаки, практически час, полчаса. Группы танков, 10-20 танков бьют там, только отразили атаку, тут бьют. И вот, то есть, вот это такой вот оркестр, да, и вот этим оркестром, да, командующий фронтом допустил 6 июля неоправданную спешку. Отдал инициативу в руки командующего 6-й гвардейской армии Чистякова. Он сообщил, что произошел прорыв, и он сказал, да, давайте мы бросим весь 5-й гвардейский танковый корпус в лоб против дивизии Лейбштандарт. Не надо было этого делать. Но нервы не выдержали, сдали у Чистякова, потому что там осталось буквально 10 километров осталось до его КП, а у него войск не было, и решили вот таким путем. В результате корпус был окружен, понес очень большие потери. Это ошибка Ватутина. И после этого он лично начал сам заниматься. Вот по такому принципу до конца, до 14 июля, командующий Воронежским фронтом старался, и ему удавалось держать обе ударные группировки, и 4-ю танковую, и армейскую группу КЭМП, вот в таком растопыренном состоянии. Конечно, войска 69-й армии, которые находились, вот на них они были измотаны, люди сутками воевали, сутками. У них не было необходимого продовольствия, боеприпасов, тем более это стрелковые дивизии. Да, после этого вот 12 июля, конечно, был допущен ошибка, и если бы вот не этот лобовой удар 5-й танковой армии, а танковую армию Ротмистрова использовали так, как использовал Ватутин
первую танковую, то есть для развода, для усиления, чтобы развести ударные группировки, усилить пехоту танками. Вот Междуречья Северского и Липового Донца удержали бы. А если бы удержали, то ударный клин 4-й танковой армии, глубоко вошедшей в оборону Воронежского фронта, можно было бы за счет удачного расположения вот этого Междуречья отсечь от основных сил, введя туда силы Степного фронта. Ватутин на это рассчитывал. Мы держим клин, Липовый, Северский Донец, 4-й танковой армии здесь. Мы вводим на место, вот на место здесь 69-я армия находится, свежий степной фронт силы, так оно и получилось, 53-ю армию ввели сюда. И бьем под основание клина, окружаем 4-й танк. Это понятно стало Готу и Манштейн. Готу это стало понятно уже по документам 8-го. Начальник штаба его пишет, что уже 7-го начинает что-то опасение. Он начал видеть танки на своих флангах, там где их не было. А 8-го год уже прямым текстом сказал, нас могут окружить, отсечь. А 9-го это понял даже Манштейн. И решили, 9-го решили, что все, никаких Курсков, никаких обаяний. Разворачиваем оба корпуса 48-й на запад, СС на восток, юго-восток, для того, чтобы ликвидировать фланговую угрозу. Иначе ударный клин 4-й танковой армии, мало того, что он уже вот так в разведенном состоянии находится, его еще отсекут. Потому что в Междуречье 69-я армия зубами держала вот этот небольшой клочок земли. То, что я вам рассказал, конечно, может быть и сложно для восприятия без карты, да? Но вот скажите, даже вот в тех словах и вот ту картинку, которую я нарисовал, разве можно сказать, что Ватутин плохой командующий? Грандиозный человек, просто полководец первый, там, я не знаю, Откуда пошла вот эта байка, что Ватутин еще не подготовленным был полководцем к Курской битве, что он размазал свои силы по всему участку. А как мог не размазать? У него 164 километра танкоопасных. Это значит, на этом участке можно развернуть силы не менее танковой дивизии и нанести удар. Как он размазал? Он понимал, что 3 армии держат наиболее те участки, где немцы могут подвижные соединения ударить танковыми дивизиями. 2 армии, 6-я гвардейская, это Баянское направление, 7-я гвардейская, Карачан, наиболее вероятные. Он туда основные силы. Если мы посмотрим по численности 40-й и 6-й гвардейской, да? 6-й гвардейской 983 орудия, 40-й соседней, куда немцы не ударили, да? Но она участвовала, 906. Это получается, что командующий ошибся, отдал на главное направление столько сил, на второстепенное, 7-ю гвардейскую отдал 950, Чистякову на Баянское 983 и соседу 906. Ошибся? Ну, во-первых, а кто сказал перед началом Курской битвы, что немцы туда не ударят? У них же там было танкоопасное направление? Было. Его же надо было прикрывать. И как у Рокоссовского перебросить артиллерию быстро бы не получилось, да, ни у кого. У Рокоссовского 45 туда-сюда, а тут 160. Туда-сюда не получится. И главное, перебросить это как в том анекдоте, Валерий Николаевич. Вы давайте либо туда, либо сюда. А вот туда-сюда меня бесит и раздражает. А главное, нечего перебрасывать. В том-то и дело. Понимаю. У Рокоссовского то дивизия тут. Вот читаешь документы штаба Центрального фронта, особенно первые дни, Рокоссовский. Направить туда бригаду, развернуть туда дивизию, туда бригаду.
читаешь распоряжение Ватутина. Изъять у того-то полка несколько орудий туда-то, развернуть остатки такого-то полка для усиления туда-то и так далее. Это слезы, это несопоставимые вещи. Вернемся к 40-й армии. Зачем командующий, если учитывать, что... изначально Ватутин не верил, что туда будут нанесены удары. Но верить и рассчитывать — это разные вещи. Для Ватутина 40-я армия — это был вот тот сундучок. Как человек, который отвечает за фронт, он понимал, что главные силы противник будет носить вдоль Обаянского шоссе и через полосу 7-й гвардейской. Как человек, который формально должен был представить свой отчет перед генеральным штабом, отчитаться и получить поддержку генерального штаба, потом в Ставке, он должен был учитывать и направление, которое обороняло 40-ю армию. Он учитывал. Но как человек, который имел свое видение, он считал, да, я вот сюда артиллерию поставлю, но эту артиллерию я потом смогу и танки, и личный состав могу использовать быстро для усиления 6-й гвардейской. Они же соседи. И скажу, это не просто мои догадки. Единственная армия, если не считать 1-ю танковую, 6-ю гвардейскую, которая получила заранее, до начала Курской битвы, приказ подготовить 3 варианта контрудара наличными силами в полосу Обаянского шоссе. Это была 40-я армия. То есть 40-й армии дали значительные силы и сказали, вот если вы будете обороняться, но скорее всего нет. А если так, то вы должны подготовить прежде всего несколько контрударов, чтобы облегчить боевую работу вашего соседа, по которому точно нанесут главный удар. Москаленко и разработал эти контрудары. Именно для этих контрударов были сосредоточены такие значительные силы. Не размазывал он, никуда он не размазывал. Он для того, чтобы понять логику и поступки и шаги Ватутина, надо, во-первых, знать оперативную обстановку, знать рельеф местности, знать реальные возможности, вот эти циферки, которые вот я в своей книге привожу. А главное, где эти части соединения и объединения находились в тот момент, что они прикрывали и какие силы имел противник на том или ином направлении. Еще раз напомню, 8400 средняя по фронту дивизия, общая численность. В 6-й гвардейской они чуть было больше, 8,5. Такая же численность была и 7-й гвардейской. Общая численность нашей стрелковой дивизии и дивизии противника. Группа армий Юг, ну, эсэсовцы мы уже говорили, Лейбштандарт 23 тысячи, Мертвая голова 19 700, Дасрайх 20. Но это эсэсовцы, да? Давайте посмотрим на общевойсковые, то есть пехотные, группу армий Юг. Итак, 106-я пехотная дивизия, которая была в армейской группе Кемфа, 19. Это пехотная дивизия. 20 даже. 19, да, 19 848. Общая численность пехотной дивизии, не СС. 167-я, которая пыталась действовать вот против дивизии Морозова на Белгородском бастионе. Значит, общая 14 347 тысяч. 168-я соседка, которая пыталась прорваться вот между двумя армиями, 6-й гвардейской, 7-й гвардейской, вот тут болото вот это. 15 880 и так далее. Великая Германия, которая действовала, это не СС, ну, да, это 48-й корпус, который действовал на правом фланге 6-й гвардейской армии, 23 тысячи. И Великая Германия, она же еще получила не только свой, это моторизованная дивизия была, она имела свой полк танковый, плюс бригаду «Пантер». Как в тех условиях, когда главный удар будет нанесен по Рокоссовскому, вы не переживайте. Как в этих условиях
необходимо было держать противника на первых двух армейских рубежах. Ну, наверное, самый лучший способ Николай Федорович и применил и выбрал. Да, мне кажется, лучший он, не лучший, но способ, который позволил действовать достаточно эффективно. Но мы говорим сейчас о командующем фронтом. Но это же фронт. Не один же командующий там все решает и исполняет. О том, как исполнялись его приказы, распоряжения, как реализовывался его план, я чуть-чуть рассказал о случае с генерал-лейтенантом Бурковым. Это один пример. Это один командир танкового корпуса. А ситуация могла вот так поменяться в некоторых моментах. И очень много было случаев, когда и старшие командиры не выдерживали, и врали, и старались спихнуть все проблемы на соседа, не понимая, что именно им так случилось, что по их полку, по их дивизии наносится главный удар. Если не они, то никто. А если они будут действовать так, то общее дело не сделаем, и будет крови еще больше. Этот план, который я изложил, он очень успешно и эффективно, несмотря ни на что, реализовывался до 12 июля. Если бы у Ватутина были чуть-чуть больше сил, то мне как кажется, я не могу утверждать с документами на руках. То, что я сказал, я могу подтвердить документы. Дальше это мое предположение. Если бы у Ватутина были, ведь фактически, если не считать резервы в 2 танковых корпуса, которые Ватутин получил 8 июля, он всю операцию проводил собственными силами. Что он делал? Если не хватало сил, он обращался куда? В 40-ю армию, 38-ю, вот тот сундучок резервов, который бы так называемые неатакованные участки. Сначала снимал бригады, полки, а потом, когда понял, что идут к нему корпуса, он начал дивизии целые оттуда снимать. 309-я дивизия была передана Катукову, чтобы прикрыть Обоянское направление и так далее. Потом 204-я, 184-я и так далее. Пошло. То есть, очевидно было, что Ватутин использует эти 2 армии как резерв. Если бы у него были в резерве уже до 12-го какие-то силы, он смог бы удержать Прохоровское направление. То есть район развертывания тот, который был намечен для контрудара, намечен 9-го для контрудара 12-го. Почему контрудар 12 июля не удался? Прежде всего потому, что не удалось сломить сопротивление противника под Прохоровкой. Хотя там было собраны 2 армии резервные. Почему? А танковая армия Ротмистрова не смогла использовать свою ударную силу, потому что не позволила местность. Вот если бы Ватутин и был силой, он бы удержал ту местность, где танковую армию можно было развернуть, по линии совхоз Комсомолец Беленихина, западней. Вот там, где намечалось, вот там можно было эту армию развернуть, и тогда эта армия, ударив по этим 2 корпусам противника, могла бы решить те задачи, которые перед ним стоят. Но сил не было. Были бы силы, ситуация по-другому разбилась. Армия Ротмистрова пришла, и реально ее можно было использовать только с разрешения Ставки. Она пришла для реализации контрудара, хотя, понятно, если бы немцы прорвались за Прохоровку, там бросили в бой и корпуса Ротмистрова, и всю армию бросили, естественно, но не получилось. Вот все это я рассказываю для того, чтобы прежде всего наши зрители понимали, как сложно было вести боевые действия вообще на Курской дуге. Это
Это наше лето было. Это мы там победили, и это завершили коренной перелом. Хотя я, например, согласен с советскими учеными, историками, которые считали, что у нас как-то это начинает забывать, практически забыли, что вот Курская битва – это завершение коренного перелома. Вообще, завершение коренного перелома советские военные историки считали Курск, Днепр. То есть, когда был реализован полностью план ставки по остановке противника, этой Курской оборонительной операции, переходу в контрнаступление и выход к Днепру. То есть, сначала обескровили эти ударные группировки, то, что Манштейна, да, а потом их отбросили к Днепру. Ход боевых действий, по крайней мере, на Воронежском фронте сейчас изучен достаточно подробно, в моих книгах описан. Планирование тоже практически разработано и на основе тех документов, которые есть. А вам спасибо огромное за такой подробный, обстоятельный рассказ, который вот мне и нашим зрителям позволил, я думаю, понять именно вот философию боевых действий и как на северном направлении, и, соответственно, на южном. Потому что вот именно с такой точки зрения, пожалуй, вот я нигде не слышал и не видел, чтобы так рассказывали, именно вот как вы сейчас рассказали, не о том, как вот там было столько-то, стало столько. Конечно, тоже интересно послушать про танчики, про пушечки, какие калибры, у кого снарядики какие-то там и так далее. Но вот такой подход, как у вас, он как бы выше над этими вещами. И если бы вот этого не было, никакие танки, никакие пушечки не помогли бы вообще никак. Пушечки и таночки – это инструменты. Совершенно верно. Инструменты должны работать в системе. Кстати, и у системы, как показала практика, должен быть виртуозный дирижер, каким был, например, эту Николай систему должен Федорович выстроить. Ватутин. Выстроить систему, распределить и потом дирижировать. Понятно, что не все удавалось, наверное, в какие-то Да, моменты, да, во многом. Но опять же, это же люди. Вы правильно сказали. Это вот человек, сегодня он так поступил, завтра его там попросили вежливо, и он хорошо отработал. Да? Жаль, что предыдущий раз, конечно, не получилось, но это уже соляви. Я еще хочу отметить. Рокоссовский, понимая, что у него слабые стрелковые дивизии, выдвинул вперед танков больше, чем имела вторая танковая армия. Его, резервная, да, на усиление трех армий, 70-й, 13-й и 48-й, 467 танков было НПП, да. У Родина, второй танковой армии, 457, на 10 меньше. Ватутин, понимая, что если он так сделает, у него все вообще кончится да, сразу. Тем не менее, пехоту тоже надо поддерживать. Он понимал, что 164, да, и он первую танковую армию тоже выдвинул. Он все выдвинул. Он в первый эшелон отдал танки НПП, за этим эшелоном, во второй эшелон выдвинул танковую армию Катукова, 2 танковых корпуса, то есть вот закрыл. И потом уже включил вот этот свой план. Разводить, не дать ударить кулаком. Он понимал, никакая оборона, ничто не остановит мощное танковое соединение, которое идет с прикрытием с воздуха и прожигает на 5-6 километрах все. Ничего не остановит. Нельзя дать противнику ударить кулаком. Вот это понимание, а главное умение сделать. Ну, удалось. Конечно, надо отдать должное и нашему противнику. Во-первых, это была лучшая армия Европы. Несмотря на умение, мастерство, на умение штабиста, на классно подготовленный план и официальный, и неофициальный, и проведенную операцию достаточно успешную, надо обязательно надо сказать, Курская оборонительная операция была достигнута большой кровью. Это нельзя сказать, что в этом повинен один Ватутин. Ватутин работал как командующий, да, в системе.
Необходимо часть вины за это лежит, конечно, на ставке, на генеральном штабе. Это просчет. Вообще людей, которые тогда работали на всех уровнях, трудно винить. Они отдали, я уверен, они сделали все, что могли. Они отдали все для того, чтобы мы смогли сказать, это наша победа. Они сделали все. Ну, не все там гении были, ну не все идеальные были. Как умели, так и воевали. И, в общем-то, если сейчас, когда документы открываются, мы пытаемся, ну, насколько это возможно, да, беспристрастно оценивать ситуацию, то в отдельных, в частности, в Курской оборонительной операции, случаях воевали, планировали, воевали очень неплохо. Самое главное, разгромить себя не дали. Да. Это же было самое главное. Конечно, конечно, конечно. А потери, немцы же тоже потери несли. Вот, кстати, есть данные сейчас по немецким потерям, ну, как-то вот на новом уровне современном? Это очень сложно, потому что система учета у немцев была заточена так, чтобы все это дело скрыть. Под одним танком, если начинаешь, даже по людям. И по людям. Но надо понимать, система, которая была в вермахте, наступление, и у нас совсем другая. Ну, дивизии. Ну, 8,5 и 23. Естественно, в каждой же вот этой дивизии, где 23, там же и артиллерии, и танков, и стрелкового оружия на порядок. Ну, известны слова Гитлера, которые он сказал перед цитаделью Манштейну. Манштейн написал письмо и сказал, вот надо готовиться, надо. Гитлер сказал, солдатами мы не навоюем, у нас их и так мало, надо технику делать. А вот про это я предлагаю поговорить в следующий раз. С удовольствием, если пригласите. Мы вас уже пригласили и еще будем приглашать. Приходите к нам обязательно, будем рады. Спасибо. Да, спасибо, всего хорошего. Всего хорошего. Друзья, до новых встреч, пишите комментарии, будем отвечать. Безусловно. До свидания.